Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим про топ-3 моих любимых турки. Вы скажете, не буду смотреть, я уже все посмотрел, вот турки на столе, мне все понятно и буду переключаться. Нет, друзья, все не так просто. Во-первых, я объясню, почему это мой топ-3, почему я выбрал именно эти турки, и поверьте, некоторые для вас будут совершенно неожиданны. Второе, я буду заваривать кофе на турецкий манер, то есть так, как это делают часто очень в Турции. Поэтому смотрим до конца, обязательно подписываемся на канал и лайкаем, комментируем. Поехали. Значит, смотрите, топ-3 моих турки, они вот такие. Первое место у нас занимает турка медная, турецкая турка. Это турка от компании Soy. Давайте ее отставлю в сторону, заварю сначала кофе, чтобы вы не скучали. Вот и потом расскажу почему. А варить кофе буду я тоже на одной из турок, которая входит в мой топ-3. Это автоматическая турка. Это турка от компании Ока. Ролик про эту турку я снимал. Есть ссылка под этим видео. Есть подсказка вот здесь. Значит, смотрите, все сделано классно, качественно. Никакого запаха, пластика или чего-то еще здесь нет. Сегодня будем говорить о турецкий кофе от компании Хизар Kahve. Это 1922-28 года компания существует. Я покупал его в Турции. Это сразу молотый кофе под турку. Значит, и будем варить следующим образом. Смотрите, я приготовил 2 чашки для кофе. Значит, как это делают в Турции? Берут чашечку, наливают водичку, как бы отмеряют объем и выливают в будущую турку. Но у меня 2 чашечки, поэтому мне нужно это сделать 2 раза. Вот. Дальше, там, конечно же, никто практически не взвешивает кофе. Там берут ложку. Вот медная ложка идет в комплекте. Обычно этой же ложкой и пользуются. Набирают молотый кофе. Чувствую, пахнет турецкий кофе. Он пахнет, знаете, немножко таким прелым, как будто бы таким старым орехом. Но в этом, блин, его фишка. Реально. Я не понимал и только недавно это понял. Значит, вторую ложечку набирают. И опять мы сюда забрасываем кофе. Значит, скажу, что в эту ложку влазит примерно 5 граммов. Но даже, наверное, чуть больше с горкой, вот это 8 граммов. Но в Турции никто это не отмеряет. Просто вот таким вот образом забрасывают кофе. Так, кофеек отложим в сторонку. Вот. И важно, в каком-то из роликов вы спрашивали, а зачем перемешивать кофе перед тем, как его заварить? Дело в том, что часто именно турецкий кофе, который вы купили в Турции, или который прям сделан так на турецкий лад, он очень часто прям настолько тонкий помол имеет, что если вы не перемешаете, он просто останется у вас в комках, он не будет у вас нормально завариваться, поэтому его нужно хорошо перемешать. Вода у нас холодная, поэтому мы перемешаем его еще раз. И я ставлю кофе завариваться, нажимая на кнопочку. Варится. Значит, возвращаюсь к турочке соль. Почему это номер 1 для меня? Это дорогая реально турка. Да, она стоит, наверное, самая низкая на нее цена сегодня долларов 80. Реально она стоила для меня больше 100. Вот. Первое, она очень хорошо, качественно сделана. Она очень тяжелая. Я вам покажу, какая у нее масса. Вообще в индустрии есть такое внегласное правило, я не знаю, откуда оно пошло, но это на каждые 100 миллилитров объема турки должно быть не менее 200 граммов металла. Эта турка весит 262 грамма. Сюда реально влазит 100 миллилитров, 125 это максимальный объем. Вот, но реально это 100 миллилитров все-таки по факту туда влазит кофе. И если там отнять ручку, то есть примерно такая пропорция и соблюдается. Эта турка имеет внутри серебряное покрытие, и она очень хорошо и всегда стабильно варит кофе. Когда будете вы варить этот кофе на песке, на открытом пламени, просто на углях, или это будет газ, это не важно. Всегда отличный просто результат. Всегда, без исключения. Но без недостатков это очень-очень высокая цена на эту турку. Ну, по сути, это инструмент на всю жизнь. Вы его покупаете и пользуетесь им всю жизнь. Второе место в топ-3 занимает вот эта турочка. Она керамическая. Я ее купил конкретно эту турку на барахолке. Но такие же продаются, я видел в Wildberries, такие же продаются на AliExpress. Они недорогие. Но относительно сои они недорогие. Я вообще купил за копейки, наверное, долларов за 15. Но можно купить, наверное, даже за 10 долларов. То есть их много продается. Эта турка какая-то
кто-то заморочился. Видите, здесь сделано такое кольцо, прям на ней рисунок какой-то. То есть это не фабричная, скорее всего, штамповка. Или может даже турка сама фабричная, но ручку кто-то делал индивидуально вот для этого устройства. Она была в плачевном состоянии, я ее вычистил, вымыл. И что в ней хорошо, она легкая. Она весит очень мало, сюда влазит 200 мл напитка, при этом она весит 173 грамма всего лишь, то есть здесь всего 100 граммов на 100 миллилитров примерно пропорция. Но классно в ней то, что кофе всегда в ней получается очень хорошо. И она прекрасно себя ведет, если вы, допустим, завариваете на плите, то есть на открытом огне. Так, кофеек мой готов. Вот, смотрите, вот кофе мой готов. Это электрическая обыкновенная турка. Кстати, пока выливаю, скажу, что я нашел недавно в интернете вот такую электрическую турку за 10 долларов. Вот если вам реально интересно, мне самому стало интересно, как она будет варить при стоимости 10 долларов. Если вам реально это интересно, пожалуйста, напишите в комментариях, я поеду куплю и запишу для вас ролик, ну и самому будет интересно разобраться, как эта турочка работает. Вот, пожалуйста, смотрите. Электротурка и две прекрасные чашечки кофе. Очень красивые, очень качественно приготовленные чашечки кофе, даже все не влезло. Второе место у меня занимают керамические турки. Еще есть чугунные, я их не тестировал. Протестирую, обязательно с вами поделюсь. Еще есть стеклянные, я тоже их не тестировал. Возможно, они попадут вот в какую-то из этих категорий. Я говорю сейчас о топе на данный момент, вот в тот момент, когда вы смотрите этот ролик. Здесь на открытом пламени всегда отличный результат. То есть она очень хорошо, спокойно варит кофе, не закипает, не перегревается. Из преимуществ низкая цена. Из недостатков, конечно, где-то ударили аккуратно, не поставили. Все, турочки у вас нет, она треснула и ничего с ней сделать вы не сможете. Поэтому это ее является недостатком. И третье место занимает вот эта турочка, а не вот эта, которая стоит у меня на столе. И я объясню вам почему, хотя это медная турка, покрыта внутри серебром. Ну, во-первых, это реально очень удобно. Во-вторых, я не знаю, как это происходит. Здесь никакой военной технологии нет. Там нагревается внизу площадка и заваривает продукт. Но кофе всегда получается хорошо. Вкус отличный, никаких посторонних привкусов, не перегревается, не перекипает. Очень легко, удобно. Вы можете всегда заварить себе чашку кофе. Давайте я попробую. Уже время какое-то прошло. Ну, аромат прекрасный. Я люблю турецкий кофе. Поэтому я вообще и Турцию люблю, но очень люблю турецкий кофе. Поэтому Турция, привет всем, кто там живет. У вас очень замечательная и очень самобытная страна. Смотрите, я сделал глоток. Вся пенка на чашке осталась. Сейчас поднесу ее максимально к камере, для того, чтобы показать. Сделал еще один глоток. Плотный кофе. Абсолютно вот такой турецкий стиль. То есть вся полость рта заполняется вот этими частичками кофе. Много вкуса, он яркий, по всей полости рта растекается, густой, такой тягучий, со своим этим привкусом такого подпрелого ореха, который я раньше крайне негативно воспринимал. Но сейчас я понимаю, что это характер, это даже некая изюминка конкретно вот этого производителя, конкретно этого региона. Именно по той причине, что это удобно, это легко. И это, в принципе, стоит недорого. То есть, вот эту турку я купил где-то долларов за 50, но, повторюсь, я нашел реально за 10. Я уверен, что на Алиэкспресс они тоже есть по 10. Вот, какого-нибудь странного производства. Но мне вот просто интересно купить, протестировать. Это стоит 50. Современно можно приготовить большую чашку, если вы хотите. Можно приготовить несколько чашек, если вы хотите. И заморачиваться не нужно. Забросили, перемешали. Поставили, на кнопку нажали, и у вас готовый результат. И возвращаемся к четвертой турке, которая находится на столе. И я расскажу, почему она не вошла в мой топ. Эту турочку я купил в России. Какой-то новый мастер. Я, к сожалению, не помню. Я обязательно найду его в Инстаграм и оставлю ссылку на его Инстаграм под этим видео. У него очень красивый Инстаграм, там много красивых турочек. Я с ним связался, заказал у него турочку. В принципе, все выглядит очень даже неплохо. То есть она нормально изготовлена. Мне не понравилась сразу форма. То есть вот это прям не мое. Мне понравилась донышко. Но это нюансы, которые мы обсудим в следующем ролике. Она покрыта серебром, но самое главное это масса. Она очень легкая. Здесь на 200 мл кофе, даже 220 влазит мл кофе сюда. И весит при этом турочка 218 граммов.
Вторая проблема, ее поставишь, чуть-чуть наклонил, она начинает просто падать. То есть она неустойчивая. Ручка нагревается, она вся горячая, потому что она тонкая и маленькая. То есть есть целый ряд недостатков. Хотя кофе здесь при этом нормального качества. Но турка не попала в топ-3 по причине следующей. Что когда я покупаю сой за $80, то я понимаю, за что я плачу. Здесь как бы все круто, здесь не к чему придраться. Здесь все работает четко. Эта турка стоила 5000 России, ну это, наверное, чуть дешевле, чем $80, но все равно это с большим количеством различных компромиссов, то есть из-за высокой стоимости. Если бы она стоила, условно говоря, там $30, прекрасная покупка, которую можно покупать, спокойно пользоваться. Здесь есть некоторые компромиссы, но здесь все-таки замашка на такой профессиональный уровень, но она этому уровню не соответствует. Это простая бытовая турка, просто с хорошим покрытием, там реально серебро, с медью, латунь. Здесь все в порядке, все как... И, конечно же, это не такая прям, знаете, не то, что там толщина бумаги, как это вы покупаете в магазине. Да, здесь все-таки есть, наверное, миллиметр толщины точно у этой турки есть, может даже больше. Поэтому вот таким вот образом. Друзья, надеюсь, этот выпуск вам был полезный и понравился. Надеюсь, вы узнали, почему нужно перемешивать кофе. И это именно относится в первую очередь к кофе крайне тонкого помола. Ну, перемешивать лучше любой кофе, так он будет лучше завариваться у вас. И теперь вы знаете про мой топ-3 турок. Пожалуйста, пишите в комментариях про ваш топ. Пишите, что еще вы хотите про кофе по-турецки узнать, про турки и так далее. Пока-пока. Увидимся на канале. Все.